Стучит по батареям и окнам, бросается на людей с палкой и кидается молоком. Молодая пара из Курчатовского района не знает, как ужиться со своей пожилой соседкой. Бабушка думает, что в квартире под ней поселились наркоманы и круглыми сутками пытается выжить их из дома. Как это происходит, смотрите в сюжете. Вы мне окно разобьете? Дробить! Перестань! Под такой аккомпанемент молодые люди устраивают семейную жизнь уже 1,5 года. Супружеская пара купила квартиру по проспекту Победы в позапрошлом году и сразу познакомилась с соседями. Виктория даже не могла подумать, что милая бабушка сверху превратит их жизнь в ад. Начинает нам предъявлять, что мы варим наркотики. Как она выразилась, вы варите манагу. Я у нее решила спросить, что такое манага. Она мне рассказала весь рецепт и сказала, что мы просверлили дыры в стенах, в потолке, для того, чтобы запах к ней шел, что у нее мебель прыгает, ходит ходуном. Бороться с неугодными соседями старушка решила своими методами, да так, что их теперь слышит весь дом. Виктория и ее молодой человек не раз пытались поговорить с пожилой женщиной, но бабушка уверена, под ней поселились наркоманы. Наркоту где не может? Сволочи! Буду стучать, пока ты будешь делать. Ты все просверлил. Ты посмотри, что у меня в башке. Что я просверлил? Видимо, чтобы молодые люди ничего не сверлили, пенсионерка начала отключать им электричество. Мы могли уехать, например, к родителям в деревню, приехать, у нас света нет. Ну, понимаете, что как бы холодильник мог бы разморозиться, мы бы просто-напросто затопили соседей снизу. Также эта женщина угрожала нам, что сожжет нашу квартиру, подожжет нам дверь, чтобы мы задохнулись. Виктория рассказывает, однажды пенсионерка и вовсе ударила ее жениха железной тростью. Чтобы положить этому конец, челябинцы обратились в полицию. В присутствии служителей закона они показали пожилой соседке содержимое всех шкафов. Открыли даже холодильник, но все оказалось бесполезным. Выяснилось, что также страдали и предыдущие жильцы. Бабушка, скорее всего, больна. Я просто обращаюсь к ее родственникам, если они, конечно, у нее есть. Обратите на это внимание, потому что мучается весь стояк, по которому она стучит, вплоть до 1-го этажа. Конечно, вы сидите спокойно в своих квартирах, вас никто не мучает, а мы должны мучиться с вашей бабушкой. Жалуются на опасное соседство и жители Металлургического района. Там в одном из домов по улице Столиваров живет пенсионерка с деменцией. Соседка снизу рассказывает, одинокая бабушка уже не раз топила их квартиру, забывала выключить газ и порывалась выйти раздетой на улицу. Но вместо того, чтобы помочь, сын старушки просто начал закрывать ее в квартире. Но однажды бдительной соседке все-таки удалось попасть внутрь. В это время бабушка пыталась включить газовую плиту. Видимо, хотела поесть. И заснула, понимаешь, немножко. Вот сейчас вот это... Короче, я положила, ничего не трогать. Ну, конечно, нет. Мне кажется, я месяц назад приходила, у вас эти макароны лежали, нет? А чего у вас так много кетчупа? Вы кетчуп любите? Женщина уверена, что старушка нуждается в лечении и уходе, но сын, видимо, заниматься этим не хочет. Я приходила к участковому психиатру по нашему адресу, он мне сказал, вы никто, это вам надо писать заявление в полицию и прочее и так далее, и пускай полиция делает все эти запросы. Участковый говорит, что они не в силах, так как у нее нету документов, никаких вообще нету документов. И до сына они никто не достучаться, дозвониться не могут. Документы, как предполагает женщина, увез сын. Забрал он, по мнению местных, и пенсионную карточку. Подозревает, что именно из-за денег мужчина не хочет отдавать ее в дом престарелых. Мол, в таком случае с ее счета будут удерживать какую-то сумму. Если бы просто с ней кто-нибудь жил бы, за ней смотрел бы, следил бы и посещал бы с ней врача и выводил на улицу. Так бабушка уже больше года вообще не выходит на улицу. Если бы ее сын не бросил и так с ней не поступал, он только делает постоянно все хуже и хуже. Просто мое, вот честно, мнение уже кажется, он просто ждет, когда она побыстрее уже помрет. Автор видео обратилась за помощью к участковому. Женщина переживает, что со старушкой может что-то случиться. Служители закона взяли ситуацию на контроль. Участковый через ЖЭК пытается связаться с родными бабушки.